Бисмилля, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух, дорогие братья и сестры. У нас брат умер, здесь мухаджир из России. Переехал из России более 30 лет назад. И месяц назад попал в больницу и умер. Лежал в больнице. И вот мы его везем. Забрали из больницы и везем мыть. А потом, чтобы отвезти его в Аль-Харам, совершить за него джаназа и похоронить его. Зовут его Зиннур Бабай, он из города Нурлатов, из Татарстана, и известный брат, известный, и он сюда приехал, у него еще даже Советский Союз, загранпаспорт, и он здесь жил и желал умереть здесь, в Мекке. И Аллах, субхану ва тааля, смотрите, принял его дуа, намерение, 30 лет прожил. Первый его кафиль был шейх бин Баз, потом следом, после смерти шейха бин База, взял его один шейх из Рияда, и более 20 лет был его кафилем. И кафиль тоже приехал, помогал нам, машаллах, 20 лет кафилем был. Буквально месяц назад, это 1 числа, 1 февраля, нам позвонили соседи Зиннура Бабая, сказали: приходи срочно, Нур. Мы приехали с Адельбаем, приехали, вызвали полицию, 2 дня, потому что не подает признаков жизни в своей квартире. И соседи заволновались, вызвали полицию, вскрыли дверь и нашли его лежащим на полу, еле-еле дышал. Мы его сразу вызвали амбулаторию, ИСАФ, скорая помощь приехала, и отвезли его. Потом у него не было, многих документов не было с собой, конечно, но, альхамдулилля, больница приняла его, поместила его, мой телефон указали, и мне тут же смс пришла, что он болен ковидом, и его перевели сразу в закрытую палату. Потом через неделю пришла смс, что все, уже он поправился, но у него последствия пошли, большие последствия, и он заболел сильно. Вот это район Мухаджирин называется. Мы его сюда привезли для того, чтобы здесь его помыть, тело омыть. Здесь вот все вот эти скорые помощи, кареты, или как их называют, катафалки, которые возят уже больных. И здесь мы его помыли, в общем, и повезли потом уже в Аль-Харам на намаз Аср. Салятуль Аср, мы там уже намаз читали за него. Все вместе. А мы идем. Это все вот машина. Альхамдулилля, очень много. Сами знаете, мечеть джаназа в мечети Аль-Харам, это, конечно, большая награда. Сколько людей там было. Это тоже хорошая вещь, что джаназа была совершена в Масджид Аль-Харам. Потом еще было, что он умер в ночь на пятницу, то есть в час ночи где-то он умер. И альхамдулилля, это тоже очень хороший признак. Пока вот я вот здесь, в этом месте, в Мухаджирин, пока моют человека, моют мертвых, здесь можно побыть в комнате и попить чаю, потом перекусить, воды попить. И, то есть люди сидят, ждут здесь, в этом зале, пока моют. Но мне не дали. Я только себе кофе налил, и меня вызвали мыть Зиннур Бабая. И я пошел. Зиннура. А я буду ждать. Намаз прочитали. Здесь обычно все ждут, сидят люди, родственники. Здесь какое-то письмо, интересно, что это означает. Здесь куча писем. Можно взять, что бы это было, что бы это означало. Это здесь садака. Ты, значит, в конверт ставишь садака, вот здесь конверт, и опускаешь в этот ящик.
То есть 10 реал, 15 реал, 20 реал. И ты потом сюда, вот сюда оставляешь садака. Машалла, машалла. لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Это письмо обращения умершего к своему ребенку. Валядиль Хабиб, мой сын любимый, инката амаля бимаути, завершились мои дела через мою смерть. Уанта уд'ули вастагфирли, прости за меня прощение. Вот асаддак анни, садака сделай за меня, говорит. И пусть не прервется твое благочестие ко мне. И через дуа и садака за меня простятся все мои грехи. И уфарудганби, и ваялдам аджри, и увеличится моя награда, и поднимется моя степень. И хадис, каля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, идамата абну Адам, когда умрет сын Адама, инката амалюху, прерываются все его дела, илля мин салят, за исключением троих, садака джария, потом ау ильмун янтафа би, знание, посредством которого он получает пользу, ау валят салих ядауля, или валят салих ядауля. Хороший, праведный ребенок, который будет делать дуа, ахраджаху муслим. Ассаламу алейкум, дар каумин муминин. Айна, иншаллах, бикум ляхикум, насаллаллаху лана ва лакум аляфи. Вот здесь похоронены братья наши и сестры. Субханаллах. Ла иляха илляллах, ла иляха илляллах. Сейчас вот мы приехали хоронить нашего брата Зинура из Нурлатов, с Татарстана. Тоже будем здесь его хоронить. Иншаллах, иншаллах.